быстрее, вали, 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 ду-ду-ду-ду-ду. Я специально буду еще дольше сидеть. Но с чего, Нелли, мне надо делать запись? Нелли. Если коснешься микрофона, сразу оцепенеешь. Что нужно покупать, чего не нужно покупать. Решила сделать обзор, на чем я работаю. Я не могу сказать, что я там пробую все новинки, я слежу за всем, то, что происходит в флеш-индустрии. Я, напротив, адепт какого-то минимального набора, который вы можете купить и пользоваться им очень долгое время без потери качества работ и, соответственно, без необходимости докупать постоянно какие-то новые, якобы очень нужные штуки для наращивания ресниц. Хочу показать свои материалы, на чем я работаю практически каждый день. Безусловно, некоторые позиции в моей работе, они постепенно трансформируются, какие-то появляются новые материалы, а какие-то навсегда закрепляются на своих местах. Есть материалы, которые я уже больше 10 лет использую в постоянной своей работе и вообще не готова от них отказаться. Предлагаю пойти поэтапно и шаг за шагом все их изучить, и все я вам покажу. И дам комментарии, конечно, по этому поводу. Большинство из того, что я буду демонстрировать, вы уже используете. Большинство из того, что я скажу, вы вообще, может быть, никогда не пробовали, и, возможно, для вас это станет полезным и чем-то новым. Однако я не берусь утверждать, что я эксперт всех на свете материалов. Безусловно, набор материалов мастера каждого — это сборная солянка. Мы постоянно что-то тестируем, постоянно что-то привносим новое или, напротив, никогда ничего не меняем, работаем только на том, на чем привыкли. Поэтому вот показываю мой набор материалов. Он абсолютно универсальный, с ним можно работать хоть десятилетиями. Какие-то позиции появились совсем недавно, но основная часть, и вы в этом убедитесь, она просто лежит еще с неизвестно каких годов. Пойдемте с самого начала, пожалуйста. Очень частый вопрос у новичков и не только, что за пинцеты, как их купить, как их проверить, как их вообще хранить, что с ними делать. Так вот, первое, самое главное, что нужно обязательно, это хранить пинцеты всегда в пеналах, всегда в упаковках. Если вы считаете, что пенал это что-то очень неудобное и сейчас вам это, допустим, не по карману, обязательно наличие хотя бы вот таких вот крышечек силиконовых, чтобы пинцеты ваши не травмировались, чтобы они никуда у вас не падали. Очень часто бывает, что мастер выездной, например, или постоянно меняет место работы, и он вынужден класть пинцеты в сумку, например. И вот когда это происходит вот таким образом, когда они совершенно не защищены, эти пинцеты, конечно, они будут портиться, они будут затупляться, вы вообще потом не то, что объем с ними не соберете, вы единичную ресничку даже снять с ленты не сможете. Я уж не говорю о том, чтобы выделить хорошо натуральную ресницу. Такие пеналы, чем удобнее, они вообще не требуют никакой дополнительной защиты пинцетов, то есть вы просто их сложили, закрыли и пошли. Абсолютно универсальная штука. Обязательно хранить пинцеты в нормальном виде, чтобы они в чистом состоянии складывались вот в такой пенальчик. Вы можете его взять с собой куда угодно, хоть в поездку, хоть, короче, куда угодно. Разные формы пинцеты бывают. Так вот, прямые, например, они абсолютно точно нужны только для выделения ресниц. То есть именно снять ресничку и нарастить у нас им не получится. И с такими пинцетами, опять же, не обязательно какая-то специальная форма. То, что вам удобно, то и выбирайте. Пинцеты изогнутые бывают совершенно разных форм. То есть здесь опять же вам нужно выбрать то, который вам подходит больше всего, с которым вам удобнее и привычнее работать. Так вот, мои фавориты это вот обыкновенные пинцеты изогнутые, то есть ничего в них нет особенного. Это универсальный пинцет, которым вы можете собрать и любой объем, и в классике также работать. То есть этим пинцетом я собираю. Это Beauty Look, кстати. Этим пинцетом я собираю и пучки 4D, и 2D. То есть он работает абсолютно в любой технике, до гиперобъемов, от самых минимальных и любой толщиной, соответственно.
Можно пользоваться, конечно, заточкой пинцетов, но вот иногда бывает, что все-таки какая бы ни была эта заточка, пинцеты становятся просто-напросто какие-то дубовые и не симпатичные. В общем, я не то, что рекомендую заточку не использовать, вы это сами, конечно, для себя решите, но вот по поводу пинцетов такие рекомендации. Обязательно покупайте силиконовые крышечки для пинцетов и храните их в пеналах, в упаковках, в тех, в которых вам будет удобно их транспортировать. Это главное. Также по поводу инструментов могу сказать пару слов о ножницах, которые ножницы лэшмейкера. В принципе, для них есть замена совершенно абсолютно любая. Это могут быть маникюрные простые ножницы. Совершенно не обязательно иметь вот такой формы. Любые маникюрные ножницы, главное, чтобы они были острые. А еще хотела показать вам вот такие штуки. Это называется скальпель медицинский. Однажды на обучении, на повышении квалификации у Ирины Андреевой, вот она нам показала вот эту вот штуку универсальную. Это настолько мне понравилось, что теперь я не только пользуюсь сама этими скальпелями, я также рекомендую абсолютно каждому использовать такие инструменты. Это очень удобно. Вот такой индивидуальный скальпель с крышечкой, вы его открываете, и у вас есть острое лезвие, которым вы можете подрезать ленту ресниц. Вам не нужно ножницами какими-то что-то резать. Вы прямо на планшете делаете ту длину, которая вам необходима. Это универсальная вещь. Вот эту штуку стоит купить. В свободном доступе можно их приобрести. Очень рекомендую. В зависимости от того, насколько часто пользоваться этим лезвием, оно, соответственно, затупливается, приходит в негодность. А так как эта упаковка совершенно недорогостоящая, там, ну, наверное, в районе 500 рублей она стоит, то есть вы спокойно покупаете вот эту целую коробку, здесь 10 лезвий, и вы ими будете пользоваться хоть сколько угодно. Хватит очень надолго, еще можете кому-нибудь подарить. Так, это инструменты у меня были. В общем, подытоживая блок по инструментам, храните их, пожалуйста, правильно. Пусть они у вас будут всегда чистые, всегда в защищенном состоянии, в безопасном, не валяются нигде по сумкам, потому что лезвие пинцета очень острые. Это ваш инструмент главный. Без пинцетов для наращивания ресниц вы не сможете сделать никакое наращивание вообще. И каждый мастер знает, что если пинцет плохо работает, то все, никакие объемы вы не соберете, наращивания просто-напросто не будет. Или можно с ним долбаться сколько угодно, но просто времени больше терять. Кстати, пинцет это тоже один из пунктов важных, который влияет на скорость работы. По большому счету не имеет значения, какую форму вы выберете, есть просто универсальные правила, которыми стоит следовать при выборе пинцета. С ними, опять же, можете познакомиться в моей статье. Там очень кратко, лаконично, сдержанно описано то, на что стоит обращать внимание. Клей, ох уж этот клей, это вопрос просто номер один. В любой паблик зайди, у всех учеников не работает клей, а у меня такие температурные условия, а у меня другие. Безусловно, температурные условия, они влияют на работу клея, но не стоит этому придавать настолько большое значение. Опять же, мы все живем в разных климатических поясах, поэтому вам нужно просто подстроиться под те условия, которые необходимы именно вам. Потому что советы из разряда «попробуйте это, попробуйте то», они чаще всего несостоятельные. Если создать в своем кабинете атмосферу, где у вас и влажность подходящая, и температурный режим, постоянно есть циркуляция воздуха, очистка воздуха, таким образом вы, в принципе, можете вообще любой клей использовать. Условия использования клеев для всех клеев одинаковые. Давайте посмотрим, чем я пользуюсь каждый день. Эти 3 клея я использую прямо сейчас. Вот непосредственно вот достала их из упаковки. Они открытые, у них крышки уже здесь все поюзанные. В общем, эти 3 клея, один из них прозрачный, Lovely. Кстати, обратите внимание на Lovely.
Не так давно поменяли дизайн упаковки. Сейчас еще покажу. Раньше Лавли выглядел немножко по-другому, и у него был дизайн, ну, чуть-чуть похож на то, что, как сейчас мы видим, как выглядит вот Рили, например. Я покажу ремувер. Раньше упаковка с клеем выглядела примерно вот так. Сейчас они сделали новый дизайн, и вот что получилось. По-моему, гораздо симпатичнее, да, такой сдержанный, классный дизайн. Вот, мне прислали на пробу также Marvel. Marvel, кстати, очень популярный клей среди мастеров. Вот эта штука происходила с вот этими двумя господами а, до того, как появился новый дизайн. Ремувер и клей, вот этот Neo Crystal, они выглядели приблизительно одинаково, потому что часть дизайна предполагала, что у них оформление будет использовано вот таким образом. И плюс ко всему цветовая гамма совпадает. Так вот, представьте себе вместо клея еще использовать ремувер. Ну, можно, да? Но если использовать, наоборот, вместо ремувера клей, то представляете, что может быть. Была такая ситуация, мастер по ошибке думала, что это ремувер жидкий, и нанесла, соответственно, клей Лавли, который выглядел абсолютно точно так же. Они были, ну, совершенно неотличимые друг от друга, и это, конечно, была жесть. Я не знаю, каким образом удалось снять потом эти ресницы после того, как их просто заклеили все. Но вот и такое может быть. Такой смешной случай с Лавли вот произошел. Но этот мастер была не я. Более подробно у меня буквально на днях выйдет тест Лавли и Рили, поэтому можете прочитать статью, также ознакомиться с ней. У Барбара тоже новый дизайн теперь. Они все стали неузнаваемые, но эффект я помню еще очень-очень давно. Вообще, одно время я даже была представителем в своем городе Барбара, и я работала исключительно на клее вот таком Барбара эффект. Там была, конечно, другая упаковка и все такое, но очень долгое время прям я вообще с него не слезала. Это тоже очень достойный вариант. Барбара один из таких брендов, которые уже на рынке очень давно. У них есть сейчас, так же как и у Лавли, какие-то дочерние фирмы, такие как Мак, например. У Барбара Мак, а у Лавли Рили. Но то, что я знаю уже давным-давно, то, что я пробовала, оно все равно неизменно остается в твоей памяти навсегда, и ты уже заранее как будто бы больше доверяешь этим брендам и именно тем позициям, которым ты какое-то время, долгое время работал. Бесспорный мой фаворит, конечно, это Be Perfect. Я его просто обожаю. А также у меня Be Perfect есть вот такой. Я еще его не открывала, не тестировала, но я думаю, что плюс-минус примерно все будет одинаково. Я не вижу супер важности говорить о том, что вот этот клей рабочий, этот не рабочий. Они все рабочие в самом-то деле. Самое главное, на что стоит обращать внимание, это на такие вещи, которые разделяются на зону ответственности производителя и на зону ответственности мастера. Так вот, зона ответственности производителя – это произвести правильный по всем технологиям клей, потом его правильно упаковать, правильно его хранить и правильно его, собственно говоря, транспортировать. Потому что если клей был сделан с какой-то ошибкой, то мы, как ни крути, хоть какие бы мастер не выставлял себе правильные условия, хоть что бы он ни делал, он же не сможет работать с клеем, это просто-напросто брак. Хранился он неправильно, доехал он неправильно, замерз он, перемерз, неважно, он просто уже испорчен. Поэтому производителям обязательно нужно следить за своей зоной. А нам, мастерам, нужно следить за своей зоной ответственности. Нам нужно подготавливать такие условия для клея, чтобы он работал. А если у вас в помещении непонятно что, вы сидите в каком-то подвале без окна, у вас ничего не проветривается, жарко, например, или наоборот очень холодно, то, конечно, какой бы вы ни брали клей, он просто-напросто не будет работать. Поэтому все вот эти вот разговоры по поводу того, какой клей хороший, какой нехороший, они попросту упираются в то, что есть какие-то нюансы, которые мы не учитываем как мастера, или была какая-то ошибка на производстве.
Вот, собственно, и все. И любые разговоры по поводу клея, любые проблемы, они решаются буквально за 5 секунд, потому что когда ученик начинает рассказывать, например, в каких условиях он работает, все сразу встает на свои места. Также, по большому счету, составы клея, они плюс-минус одинаковые. Революционно, но мы никак никогда не сможем изменить состав. Это одни и те же компоненты. Просто либо в разных пропорциях, либо какие-то разбавители немножко другие. То есть в целом это приблизительно все одно да потому. Поэтому э, никакого чудесного метода по поводу работы с клеем его просто-напросто нет. Пойдем поэтапно. Далее у нас средства для очищения ресниц. Разнообразные обезжириватели, праймеры, усилители клея и все такое прочее. Мы вот их объединим в одну группу подготовка перед наращиванием. Очищение, а именно умывание. Если вы не сделали правильное умывание, если у клиента остались косметика, какие-то там что-то, жирные штучки, которые вы не очистили. Я включила вообще? Да. Очищение и умывание. По большому счету, абсолютно все дальнейшие этапы и клей в том числе будут бесполезны, если вы не очистили клиенту ресницы. Разнообразные шампуни, пенки для умывания, мицеллярная вода и все прочее. Этого должно быть много, это должно быть много разных препаратов, потому что у одних чувствительность такая, кто-то вот не может умываться мицеллярной водой, кому-то нужно просто умыться водой, кому-то разные пенки. Я сейчас показываю то, на чем я сегодня работаю. Be Perfect у меня это самый главный мой помощник, шампунь. Я использую его уже очень давно, и он мне очень нравится. А сейчас я еще начала использовать вот такую пенку от Кристины Мороз. Классная пенка для умывания, она очень нежная, аккуратная, то есть ей пользоваться тоже можно. Какие вы выберете для себя препараты, я не знаю. У меня также есть, лежит еще в запасе пенка от фабрики ресниц. Вторая такая же, какой вам больше нравится, такой и выбирайте. Но пенка и шампунь, мицеллярная вода, все это должно быть. Мицеллярную воду я как-то уже, знаете, перестала использовать. Вот эти все штуки, вот эти все пенки, они очень выручают, и они как-то, знаете, гораздо надежнее, потому что мицеллярная вода, которую мы покупаем, допустим, в обыкновенном магазине там с декоративной косметикой, ну, что-то как-то ненадежно. Это все-таки препараты, которые именно предназначены для ухода по наращиванию ресниц. Но я, кстати, не разбиралась. Может, там и реально один и тот же состав, что и с любой пенкой, которая там стоит на полках такого золотого яблока. Я не знаю. Но мне хочется верить, что именно это для ресниц, значит, это будет не то, что лучше работать, просто это как-то придает тебе больше какого-то такого статуса профессионализма, что у тебя все для наращивания ресниц. Понятное дело, что можно собрать вообще какую-то неизвестную кучу разных материалов, которые вообще к ресницам не относятся, ну и тоже более-менее что-то из них слепить. Однако все-таки мы, если позиционируем себя как мастер по наращиванию ресниц, то гораздо выгоднее и класснее, когда у тебя препараты именно разработанные для глаз, разработанные для того, чтобы работать именно с ресницами. Пошли дальше, что об очищении. Разного рода обезжириватели, они, конечно, должны быть. И вообще я считаю, что использовать обезжириватель этого достаточно совершенно для наращивания ресниц, то есть праймеры разные и что-то там еще какие-то есть, там усилитель клея, наверное, активатор клея. В принципе, можно, но это не обязательно. То есть в целом, если у вас есть минимальный набор для очищения, это пенка, и после это обезжиривание, то больше вам ничего не надо для того, чтобы сцепка все-таки произошла. Главное для обезжиривателя, для меня, например, это то, чтобы он имел очень сильный запах. Я не доверяю вещам, которые похожи вот на просто какой-то состав, просто на водную основу. Мне кажется, они ненадежными. Поэтому я чаще всего обезжириватель выбираю по принципу того, чтобы был у него запах посильнее. Если я явно чувствую запах спирта, а работаю я с обезжиривателем очень аккуратно, то есть вероятность того, что попадет какая-то капелька в глаза
клиенту это риск вообще минимальный, его практически не существует. И поэтому, когда я чувствую, что запах просто термоядерный, не за счет одушек, а прямо явно чувствуется запах спирта. Потому что главное в обезжиривании это как раз-таки подсушить ресницу, и затем у вас будет быстрее схватываться с натуральной ресницей, то есть когда же клей будет работать гораздо лучше. Поэтому такие препараты, как обезжириватель, безусловно, для меня имеют значение и первоочередное значение. Праймеры я ставлю на второе место, но в целом, если пропустить этап обезжиривания, хорошо очистить предварительно и использовать праймер, например, ну то тоже, я думаю, что будет примерно один и тот же результат. В идеальном варианте достаточно очистить пенкой и нанести обезжириватель. Обезжириватель правильный, с нормальным содержанием спирта. Он подсушил ресницу, и вы можете продолжать работать. То есть никаких дополнительно больше усилий прилагать не нужно. Никаких дополнительных препаратов использовать тоже. Обезжириватели, которые я использую сейчас, я здесь поставлю. А вот из праймеров, ну вот, ага, и еще. Вот, пожалуйста. В принципе, если любите праймеры, пожалуйста, можете их использовать, но я вообще в них не вижу никакого эффекта, то есть дополнительного. Конечно, есть, когда сцепка плохая, когда реально там все условия, все валится из рук, ничего не работает, температура не позволяет, ресницы клиента какие-то вот скользкие. Ну да, можно дополнительно вот этими всеми штуками попользоваться, пусть они будут лучше, чем их не будут, потому что все-таки случается, что пригождаются эти вещи. Я не могу оставить без внимания вот эту вещь. Теперь, когда я просто попробовала этот усилитель от фабрики ресниц, я вообще не могу без него работать, клянусь. Как только у меня что-то там схлопывается, пучки не работают, я сразу понимаю, что ленточка без усилителя. Короче, вещь очень классная, прикольная. И я не заметила, что там носка с ней стала лучше или хуже, что работать реально с ним быстрее. Это бесспорно. Эта штуковина наносится на ленту с искусственными ресницами, просто прям ватной палочкой, микробрашем, и все, и у вас просто скорость сразу в 2 раза увеличилась. Очень рекомендую вот именно эту штуку. Есть, конечно, разнообразные аналоги, попробуйте у нас такой же. Но не знаю, такая сложилась вот репутация у фабрики ресниц, что у них очень классный вот этот вот усилитель. И все, и как будто бы мне больше и не хочется его ничем заменять, то есть я на нем работаю и работаю замечательно. Но вот этот эффект какой-то первого препарата, который тебе понравился, который запал тебе в душу, и все, и ты уже не готова его менять ни на что. Хотя есть вариант такой, что просто разные наклейки, а содержание одно и то же. Но вот я люблю именно вот это. Фабрика ресниц, и все, и точка.